5 образов поведения, которые стоят на пути к вашему обогащению. В этом видео я поделюсь с вами различиями в привычках между богатыми и бедными. Изучение всех финансовых инструментов, включая инвестирование и выбор акций, не принесет вам значительных результатов без понимания глубинных причин. Дело в вашем мышлении и повседневных привычках. Меня зовут Салим, это канал ТНМ. Поехали! Первая привычка, мешающая достичь финансовой свободы и обогатиться, это чувствовать себя уютно в долгах. Я сам помню, как я попал в долговую яму из-за того, что неправильно использовал кредитку. Началось все с того, что я просто захотел купить что-то, на что у меня не было денег, а в следующем месяце уже просто не хватило денег на повседневные траты, потому что нужно было выплачивать долг за предыдущий месяц, и пришлось еще раз платить кредитной картой. Дошло до того, что я работал весь месяц, чтобы погасить долг по ней. Но важно понимать, что кредитные карты – это инструмент, который должен использоваться разумно. Открытие кредитной карты ради небольшой экономии может привести к долгосрочным долгам и финансовым проблемам. Сегодняшнее потребительское общество живет по принципу «купи сейчас, заплати потом», влезая в долги за ненужные вещи. В прошлом кредиты брались только на крупные покупки, а сейчас на одежду, на электронику и даже на отпуска. Кредитная карта может сделать вас беднее, а банк богаче. Корпорации стимулируют покупку новейших моделей товаров, но жизнь в постоянных долгах и комфорт в этом – это то, что препятствует достижению финансовой независимости. Современное общество создает искажение представления о жизни богатых людей. Настоящее богатство – это не только доходы, но и умение жить в пределах своих возможностей. Экономить, инвестировать и обучаться финансовой грамотности. Такие привычки ведут к успеху, так как финансовая независимость – это марафон. Второе – это одно из ключевых различий между богатыми людьми и остальными. Заключается в том, что первые имеют привычку регулярно читать и постоянно заниматься саморазвитием. Исследование Томаса Стэнли и Уильяма Данка показало много отличий между бедными и богатыми. Ознакомьтесь с их книгой «Мой сосед-миллионер». Они рассказывают, что типичный миллионер посвящает своему образованию около 5,5 часов в неделю, погружаясь в чтение книг и статей, а также просматривая образовательные видео, в то время как обычный человек уделяет чтению всего 2 часа в неделю. И 80% взрослого населения вообще не читают книг. Для многих обучение закончилось много лет назад в школьные или студенческие годы. Расскажите в комментариях, сколько времени вы тратите на чтение книг каждую неделю. Третья отличающая привычка состоятельных людей от бедных – это их внимание к собственному здоровью и регулярные физические тренировки. Многие недооценивают, как много усилий и энергии требуется для развития бизнеса, запуска успешного проекта, накопления капитала и его эффективного управления. Хотя многие стремятся к богатству, они не осознают, что достижение богатства – это лишь полдела. Сохранить достаток гораздо сложнее и требует значительных затрат времени, жизненных сил и стойкости, особенно в условиях неопределенности, стресса и конкуренции. В среднем состоятельные люди посвящают около 6 часов в неделю физическим упражнениям и спорту, в то время как обычный человек уделяет этому всего 2 часа или вовсе игнорирует занятия спортом. Конечно, проще расслабиться на диване с пивком у телевизора, жалуясь, что все богатые воры, все возможности уже исчерпаны и нет шансов добиться успеха. Четвертая разница в привычках между состоятельными и менее обеспеченными людьми проявляется в использовании социальных сетей. Состоятельные люди в среднем проводят около 2,5 часов в неделю в социальных сетях, и многие из них даже не заводят там аккаунты, в то время как обычный человек может потратить до 18 часов в неделю, погружаясь в эти платформы. Конечно, если ваша работа или бренд тесно связаны с социальными сетями, тогда большее времяпровождение там оправдано, так как это способ привлечения клиентов и увеличения дохода. Однако бесцельное времяпровождение в соцсетях, где вы лишь наблюдаете за жизнью других, может быть разрушительным и отнимать у вас драгоценное время и внимание, которое является одним из самых ценных ресурсов современности. Компании готовы тратить миллиарды, чтобы завоевать это внимание. Вспомните, случалось ли вам отвлекаться на уведомления в телефоне и проводить в приложениях до получаса, даже не замечая этого.
Я уверен, что многим это знакомо. Или когда с утра вместо того, чтобы планировать свой день, мы теряем до 45 минут, просматривая социальные сети. В итоге день проходит в реакции на события в жизни других людей, и вечером вы понимаете, что не успели сделать многое из запланированного. Если это становится привычкой, она может негативно влиять на вашу жизнь. Состоятельные люди ограничивают время, проведенное в соцсетях, и используют его для увеличения прибыли и привлечения клиентов, а не просто для развлечения. Удовольствие важно, но оно должно быть сбалансировано. Подумайте, сколько времени вы тратите на социальные сети и как вы можете использовать свое время более продуктивно, чтобы привлекать внимание других и увеличивать свой доход. Важно помнить, что в жизни есть активные игроки и те, кто предпочитает оставаться в стороне. Их еще называют кораблики, которые плывут по течению. Все, о чем я вам только что рассказал, сводится к одной фундаментальной и крайне важной привычке, которая разграничивает бедных и богатых. Богатые осознают ценность времени как самого ценного актива в жизни. Вы можете восстановить свое финансовое положение даже после полного банкротства. Но утраченное время невозможно вернуть. Токсичное окружение, которое оказывает на вас негативное воздействие, также крадет ваше время и энергию. Ведь вы это среднее тех людей, с которыми вы общаетесь больше всего. Брать ненужные кредиты тоже отнимает ваше время и финансовые ресурсы. И еще одно важное замечание. Богатые привыкли контролировать свои финансы. Они точно знают, сколько денег у них есть и куда они уходят. В отличие от бедных, которые часто не заботятся о таком учете. Подумайте, если вы не можете управляться с $1000, как вы собираетесь управляться с большими суммами? Если компания не ведет учет своих доходов и расходов, она не продержится долго и никто не захочет в нее инвестировать. Если это видео оказалось полезным, поделитесь им с друзьями, которым оно тоже может пригодиться. Поддержите наш канал, поставив лайк и оставив комментарий под видео. Если вы здесь в первый раз, подписывайтесь на канал. Мы делимся знаниями об инвестициях и финансах, чтобы как можно больше людей пришли к финансовой свободе. Спасибо за просмотр. Пока-пока.